Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Да-да, Тэхён вообще никто не заметил. Девятое место. Кто-то сказал: я перестану верить в Вигу, как только Чангук полностью сосредоточится на ком-то другом, пока Тэхён все еще в комнате. Чангук не разочаровывает. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Люди гнобят Тэхёна из-за Чангука». Что случилось? Почему действия Тэхёна ненормально, а другие мило? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Похоже, на последнем эфире Чангука какая-то голодная мошка обратила внимание на его шею и оставила там след. Бедный Чангук, наверное, очень больно было. Седьмое место. Я правда думаю, что у Чангука был дикий краш на блондина Тэхёна в той эре. Шестое место. Поведение пары. У кого-то сильный краш. Внимание на детали. Пятое место. Никогда не устану смотреть на то, как на лице Чангука появляется искренняя улыбка, когда на экране появляется Тэхён. Четвертое место. Забота. Всегда рядом в важные моменты и помогают друг другу.
Третье место. Новости. То, как Тэхён ел фисташковый круассан во время Парижской недели моды, не только взорвало социальные сети, но и было подхвачено модными журналами по всему миру, от Cosmopolitan Korea, Elle Taiwan, Marie Claire Taiwan до Noblesse Korea. Все не могли перестать говорить о Тэхёне. Действовать на нервы Тэхёна – это прерогатива только Чангука. Тэхён стал вирусным из-за милого жеста по отношению к Уме Турман на Парижской неделе моды. Когда Ким Тэхён появляется в мире моды, дело не только в том, что он носит. Главное – это моменты, которые он создает. На шоу Celine Spring и Summer 2026 в рамках Парижской недели моды 2025 Ви вновь доказал, что элегантность может быть тихой, но незабываемой. В элегантном коричневом пальто, поверх белой рубашки с галстуком, в леопардовый принт, мировой суперзвезда воплотил видение Эдди Слимана о непринужденном крутизне, утонченно, сдержанно и магнетично. Но помимо безупречного кроя и вспышек фотокамер, мир по-настоящему тронул неожиданный жест доброты. Во время предшоу, когда в зале царила суета, Тэхён заметили за тем, как он аккуратно помогает актрисе Уме Турман поправить волосы после того, как их растрепал порыв ветра. Жест длился всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы разойтись по социальным сетям. Фанаты по всему миру делились этим видео, восхищаясь его грацией и тихой внимательностью. С момента назначения Тэхёна глобальным амбассадором Celine в 2023 году он стал лицом бренда, олицетворяя молодую утонченность. Его отношения с креативным директором Эдди Слиманом кажутся взаимными. Тэхён воплощает рок-н-ролльный минимализм Слимана с поэтичной сдержанностью, а эстетика Слимана усиливает тихую харизму певца. От участия в закрытом ужине Celine в Каннах до главной роли на их поп-ап в Сеуле. Тэхён постоянно размывает границы между кей-поп-славой и парижской модой. Его недавнее появление в Париже подтверждает это. Он не просто гость, он часть культурной истории бренда. Непринужденный, элегантный, вечный. На Парижской неделе моды 2025 года Тэхён не нуждался в грандиозных жестах или театральности, чтобы привлечь внимание. Одно пальто, один образ, один добрый поступок. И мир снова вспомнил, почему Ким Тэхён остается самой непринужденно-магнетической музой моды. Когда ты крутой бэдбой, но иногда хочешь побыть принцессой. Из 7 участников новой группы «Идит» трое назвали Чангука своим примером для подражания. Джен Иангун сказал: «Меня очень вдохновляет Чангук. Я восхищаюсь тем, с какой искренностью он подходит к каждому моменту, и стараюсь перенять это в своей жизни». Биг Джан Хек сказал: «Меня тоже вдохновляет Чангук. Он самый младший в группе, как и я, но при этом его талант признан во всем мире. Это мотивирует меня работать еще усерднее». Джен Сэмин сказал: «Я восхищаюсь Чангуком, его сценическим присутствием и постоянным самосовершенствованием, которые всегда мотивируют меня. Чангук не просто айдол, он человек, за которым следуют,
как за источником вдохновения, таланта, мотивации и света для множества других артистов. Эмоции первой любви – это те, которые вы будете помнить долгие годы. Если первая любовь станет вашей навсегда, значит, она была предназначена вам судьбой. Джейл, участник бойс-группы Ахов, недавно снова упомянул Тэхёна как своего ролевого образца. Поскольку у нас появилась возможность исполнить песню Санбэнимов из BTS на сцене, я подумал, что нам действительно нужно постараться. Ведь мой ролевой образец — Тэхён. Честно говоря, я всегда это делаю перед сном. В последнее время я смотрю его видео гораздо чаще. Я смотрю все фанкамы Тэхёна, видео с его выступлений, все, что угодно, даже живые выступления. Я много изучал его мимику и то, как он передает эти чувства. Никакого осуждения, только полное понимание. Истинный король моды. К миде о Чангуке. Чангук, покорявший Idol Star Athletics Championships, меня подбросили, тело как камень, при столкновении мог бы быть настоящий несчастный случай. Ли Чан Соп вспомнил матч с Чангуком. В выпуске MBC 2025 Cheseok Special Idol Star Athletics Championships, который вышел 6 октября, борьба с Свайрюм вернулась на шоу после долгого перерыва. Ведущий Чон Хён Му сообщил, что на Исак вновь пройдет матч по Свайрюм. На это Джонатан добавил: «Когда думаешь об Исак, сразу вспоминаются команды айдолов, которые блистали именно в борьбе». Ли Чан Соп сказал: «Я хотел ничего не говорить, но меня раскусили. Я встретился с Чангуком, и меня действительно подбросили, вызвав смех публики. На экране даже показали кадры того матча». Чон Хён Му добавил: «У Чангука тело как камень. При столкновении с таким телом мог бы произойти настоящий несчастный случай». Сцена — его стихия. Парис-матч о Тэхёне. Тэхён – самый парижский из южнокорейских артистов на показе Celine. На видео Тэхён в воскресенье посетил показ Celine, бренда, амбассадором которого он является. Со своим чувством стиля, непринужденной осанкой, соблазнительным взглядом и иногда насмешливым видом дэнди, он идеально вписался в парижскую атмосферу. Но для Тэхёна это необычная жизнь метро «Работа Сон» или комната под крышей типичного дома Госмана. В качестве амбассадора Celine и приглашенного гостя на неделю моды он появился в воскресенье на улицах столицы. Более парижским, чем самые настоящие парижане, Ким Тэхён занял место в первом ряду показа, который проходил под солнцем на территории Domaine de Saint-Cloud.
На этом мероприятии он был в элегантном коричневом костюме, идеально сидящем по фигуре, с игривым акцентом, галстук с леопардовым принтом. Как рыба в воде среди приглашенных знаменитостей, его даже сняли на видео, когда он поправлял прическу большой Уме Турман. Тэхён явно радовался присутствию на презентации коллекции «Весна-лето 2026», созданной Майклом Райдером. Его видели общающимся с множеством знаменитостей, а потом сняли на видео, как он с удовольствием пробует фисташковый круассан и другие сладости. Он был не одинок в наслаждении парижскими лакомствами. Один из его телохранителей держал в руках мороженое, которое, по всей видимости, предложил сам южнокорейский айдол. Амбассадор Селин уже несколько лет. Уже несколько лет артист является лицом дома Селин. Даже до начала своей 18-месячной военной службы, которая завершилась в июне, певец уже участвовал в неделях моды, привлекая внимание самой строгой Анны Вентур, которая несколько месяцев назад лично пригласила его на Vogue World. Стоит сказать, что с его гипнотизирующим обаянием Тэхёна имеет все, чтобы завоевать имя в этом закрытом мире моды. После ухода Слимана его место занял Майкл Райдер, более сдержанный, но не менее вдохновляющий для второго по младшинству участника BTS. В интервью Vogue после показа молодой человек рассказал о своем любимом образе из коллекции. И этот любитель костюмов и галстуков на этот раз не выбрал тройку, а маленькое фиолетовое платье с пайетками. Вау, мне действительно хочется попробовать его надеть. Но будет ли у меня возможность? Нет никаких правил, которые запрещают это. «Когда-нибудь», — сказал он. Это доказательство того, что исполнитель Винтербер не боится нарушать правила и чужого взгляда, прекрасно нося как андрогинные образы, так и классические костюмы. Тэхён стал последним из участников BTS, кто принял участие в неделе моды. Первым был Чангук, который произвел фурор в Нью-Йорке на показе Calvin Klein, бренда, амбассадором которого он является. В Милане внимание привлекли Джин для Gucci и Намджун для Bottega Veneta. В Париже Джимин блистал в черном образе с открытой грудью на шоу Dior от Джонатана Андерсона. В этом сезоне отсутствовали лишь Хасок, амбассадор Луис Вуиттон. Обычно он посещает показ Феррелл Вильямс и Юнги, амбассадор Валентина до своей службы в армии, который сейчас предпочитает держаться в тени, недавно открыв центр для детей с аутизмом. Хотя участники продолжают сольные появления, Тэхён недавно дал старт бейсбольному матчу в Калифорнии. Возвращение BTS всей семьей уже близко. В 2026 году они планируют новый альбом и большой мировой тур. Эту зарядку участники практикуют давно, поэтому Тэхён с легкостью продемонстрировал ее в Париже. Рюджин из ИЧИ о выступлении со Standing Next to You Чангука. Я долго сомневалась, правильно ли это решение исполнять эту песню. Я думала, если не смогу ее полностью передать, меня будут сравнивать с Санбэ Чангуком. Но так как я действительно была очарована этой песней, решила, ладно, давай попробуем. Ну вкусно же. Daily Fashion News посетили Ла Пистечи,
где Тэхён попробовал ставший вирусным фисташковый круассан. Хозяин заведения был невероятно благодарен и признался, что его жена – фанатка Тэхёна. «Тэхён, мы тебя любим, дружище. Моя жена тебя обожает, и мы надеемся, что ты продолжишь делать прекрасные вещи. Мы пытались увидеть тебя тогда, но нас не пустили, сказали, что тебе нужно спокойно поесть. Надеемся, в следующий раз получится». Так приятно, правда? Когда читаешь такие теплые слова о Тэхёне, будто сердце становится мягче, столько любви, уважения и искреннего восхищения к нему. Ну как можно быть таким милым? Автограф Чангука был замечен в ресторане Сангтан Бэдэйджэгэй в Каннаме. Он заказывал Сангтан Армисту, знаменитое рагу по-армейски. На втором фото то самое место, где сидел Чангук. Если вы не поняли, то Чангук просто готовил. Помните историю того самого таксиста, который подвозил Тэхёна во время его службы в армии и с гордостью показывал его фото? Так вот, появилась еще одна история про этого дядечку и его пассажиров, и она не менее теплая и забавная. На обратном пути из Чхунчхона мы встретили очень энергичного дядю. Как только мы сели в машину, он сразу спросил, знаем ли мы айдола, чье фото стоит в подстаканнике. Ну как тут не знать, серьезно. Потом он рассказал, что Тэхён проходил военную службу в Чхунчхоне и даже сидел на пассажирском месте рядом с ним, смеясь и болтая. Он не переставал рассказывать, какой он красивый, с каким прекрасным голосом и насколько он добрый. Пока мы стояли на красный свет, он даже показал нам фотографию, где они вместе. Когда пришло время выходить, дядя вдруг сказал, что фотографии, которые мы сделали раньше, недостаточно хорошие, и настоял, чтобы мы пересняли их. Мы сегодня так и не прокатились на железнодорожных велосипедах, но получить такое место оказалось куда ценнее. Клянусь, я сейчас съем телефон. Это милая привычка Тэхёна так аккуратно поправлять волосы. Давайте вспомним лысого Чангука и все вместе еще раз порадуемся, что это время закончилось.
Я такой же, как и ты такой же, как и я. Поговорим о шее Тэхёна. Не смотрит, а целует и тонет в его очаровании. Чангук о бороде Тэхёна. Как это может ему так подойти? Хён действительно выглядит так хорошо. Второе место. Это так интимно. Между ними такая химия, что все вокруг электризуется. Столько было места вокруг, а они так близко прилипли друг к другу. Первое место. Когда на ваших лицах появляются улыбки от одного взгляда друг на друга. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.